Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить настоящий домашний хлеб. По многочисленным просьбам наших друзей мы сегодня готовим не только хлеб, но и закваску. Когда мы были в Молдавии, с нами тетя Маша поделилась вот такой вот закваской натуральной. И мы из этой закваски приготовим хлеб. И далее я покажу, как из хлеба приготовить закваску. Вот такая вот технология. Это называется вечная закваска. Видите, вот она вот такая вот сухая. И можно хранить 2-3 месяца. Подробным рецептом с нами поделилась тетя Маша, поэтому я готовлю, как она мне рассказала. Первым делом мы крошим вот эту закваску и далее будем растворять в теплой водичке. Видите, какая она внутри, вот такая. Делаем такую мелкую крошку. Вот так вот, максимально сколько можно, столько и мы покрошили. И мы взяли теплую водичку и вот так вот тихонько растворяем. Где-то 100-150 миллилитров воды. Смотрите, вот так вот у нас получается. Это мы таким образом активируем вот эту закваску. И вот в таком состоянии накрываем пленкой и оставляем приблизительно где-то на час или на 2. И накрываем полотенцем. Закваску мы активировали. Теперь займемся опарой. Для опары нам понадобится теплая вода 100 или 150 миллилитров, где-то 38-40 градусов температуры воды. И мука. Я взяла миску побольше. Мы сюда добавляем закваску. Добавляем воды. И где-то 3-4 столовые ложки муки. Мы посмотрим по консистенции теста, опары. Должна получиться, как, знаете, как густая сметана. Вот такая консистенция. Еще немного муки. И так же само накроем пищевой пленкой, полотенцем, а на этот раз мы уже оставляем где-то на 4-5 часов. Уже видите, такие мелкие пузырьки образуются. Это означает, что закваска у нас хорошая. Такое дышащее тесто получается. Вот такая консистенция, смотрите. Муки достаточно. Опять же берем пищевую пленку. И накрываем. И отправляем в теплое место. И обязательно полотенцем, чтобы нашей опаре было тепло. Опара наша подошла. Посмотрите, как хорошо она подошла. Это означает, что уже можно замешивать тесто. Смотрите, сколько много пузырьков.
Я приготовила теплую водичку. Мы сейчас сюда добавим и будем замешивать тесто на хлеб. И вы не представляете, как пахнет натуральная закваска. И потихоньку вводим муку. Я тут просеяла 1 килограмм муки. Сейчас посмотрим, сколько нам понадобится для такого количества закваски. Все сразу мы не добавляем, а поэтапно. Сначала замешиваем тесто ложкой, а далее будем замешивать тесто руками. У нас должно получиться вот такое мягкое, такое, знаете, эластичное тесто. Я приготовила соль. Соль мы сейчас не добавляем, а в самом конце. Тесто прям дышащее, знаете, столько пузырьков. Еще добавим муки. И на этом этапе уже добавляем соль. У нас 2 чайные ложки соли. Добавляем вот так вот в уголочек и сверху наливаем теплой воды, чтобы растворить соль. И уже замешиваем тесто руками. Тесто не должно быть забито мукой. Оно должно быть, знаете, вот такое мягкое-мягкое. И тогда хлеб получится воздушный, пористый и вкусный. Еще добавим муки. Вот так активно мы замешивали тесто в течение 10 минут. Постоянно вот так приподнимали и вот так вот замешиваем. Так что, смотрите, чуть-чуть уже тесто начинает отходить от миски. Это правильно, так и должно быть. Имитируем, знаете, как тестомес. Но руками это, конечно же, совсем другое. Я очень люблю замешивать тесто на хлеб руками. И вот такое тесто получается. Посмотрите. Мягкое, не забитое мукой. Форму не держит, но это так и нужно, так правильно. Так собираем. Вот в такой вот комочек. Смазываем сверху подсолнечным маслом. Это для того, чтобы, когда тесто будет подниматься, не прилипало к пищевой пленке. Накрываем пищевой пленкой, сверху полотенцем и оставляем в течение часа-полтора для подъема. Посмотрите, как поднялось наше тесто. Пришло время для складывания. Я приготовила теплую водичку. Смачиваем руки и вот так вот складываем со всех сторон. И опять же накрываем пленкой и оставляем на час для отдыха. Все, вот так достаточно. И встретимся через час.
И обязательно полотенцем накроем и в теплое место. Посмотрите, как поднялось наше тесто. Просто идеально. Сейчас мы будем формировать хлеб, но прежде мы оставим кусочек теста для того, чтобы сделать закваску. Смотрите, какое тесто у нас. Много пузырьков, воздушное тесто. Отделяем кусочек, а вот этот кусочек отправим на коврик и будем формировать сейчас хлеб. Еще немного для хлеба. А вот эту часть накрываем пленкой и оставляем в сторонке. В дальнейшем я покажу, что мы будем делать из этого кусочка теста. А пока будем формировать хлеб. Немного припыляем сверху на тесто мукой. И вот так складывающими движениями формируем хлеб. Вот так с одной стороны и с другой стороны. Опять совсем немножко припыляем мукой. С этой стороны вот так. С этой стороны. Итак, теперь собираем как рулет. Округляем. Пейте тесто как живое такое, податливое. Вот у нас есть пергаментная бумага. Сверху кладем на пергаментную бумагу наше тесто. Чем мягче тесто, тем воздушнее и красивее хлеб наш получается. Теперь отправляем в форму. Будем выпекать мы вот в такой вот форме. Сверху накрываем полотенцем и оставляем в течение 40 минут на расстойку. Смотрите, как наше тесто настоялось. Накрываем крышкой и отправляем в заранее разогретую духовку при 250 градусов 20 минут. Далее 20 минут при 180 градусов. Режим у нас вверх-вниз. Спустя 20 минут мы достаем форму и будем выпекать остальные 20 минут без крышки при 180 градусов. Сейчас посмотрим, как у нас получилось. Ой, какая красота! Отправляем в духовку, снижаем градус и выпекаем еще 20 минут на 180. Прошло 20 минут, и хлеб наш уже пропекся. И вы не представляете, какие у нас дома ароматы. Так вкусно пахнет настоящим домашним хлебом. Теперь мы так оставляем до полного остывания. Можем переложить на деревянную доску. Смотрите, как красиво получилось.
Хлеб мы испекли вечером, а сейчас у нас настало утро, и мы будем готовить закваску из этого хлеба. Но для начала я покажу, как получился хлеб у нас в разрезе. Такая хрустящая корочка. Просто идеально. Смотрите, какая красота. И я не могу вам передать, как пахнет настоящий домашний хлеб на закваске. Просто идеально. И смотрите, помните, мы оставляли кусочек теста для того, чтобы приготовить закваску. Нам для закваски понадобится вот этот кусочек теста, 25 мл сухого белого вина, кукурузная мука, вот такая не сильно мелкая, среднего помола, и мука. И, конечно же, почему мы испекли хлеб? Потому что нам еще нужно кусочек мякиша свежеиспеченного хлеба. Сейчас мы все это будем делать. И вот этот рецепт, который мы сейчас будем готовить, закваску и хлеб, конечно же, это по рецепту тети Маши. Тетя Маша, спасибо большое за то, что поделились с нами рецептом. Итак, продолжим. Мы берем кусочек теста, очень много пузырьков. Вот такое вот тесто получается. Сюда добавляем вино сухое. Перемешаем. И оставляем в сторонке. И нам понадобится мякиш вот этого хлеба. Аккуратненько срезаем корочку, измельчаем мякиш. Сейчас я вам покажу. На такое количество теста вот столько мякиша. Меленько измельчаем, отправляем в тесто и туда добавим еще кукурузной муки. И вот так вот будем перетирать все ингредиенты между собой. Я поднесу сюда. Тут. Далее добавляем 2-3 ложки муки. Сначала добавим 2 ложки, там уже посмотрим по консистенции. Перемешаем. И добавляем несколько чайных ложек кукурузной муки. Вот 3 ложки. Далее посмотрим тоже по консистенции. И теперь уже руками будем вот так перетирать. По надобности можно еще добавлять кукурузной муки. Я вижу, что еще нужно. Сейчас добавим еще. Хочу показать вам, какой консистенции должна быть наша закваска. Смотрите.
одновременно и мягкая, и сухая. Видите, вот так отрывается легко. Мы сюда добавили приблизительно где-то 150 грамм кукурузной муки. Теперь мы формируем вот такие вот лепешки. Смотрите, это закваска тети Маши сухая. И мы сейчас из вот этой массы сделаем тоже вот такую закваску. Отщипываем кусочек теста, вот так формируем и отправляем обязательно на деревянную доску до полного высыхания. И периодически несколько раз в день переворачиваем, чтобы со всех сторон равномерно закваска подсыхала. И когда уже высохнет закваска, отправляем в стеклянную посуду, закрываем крышкой, и можно хранить 2-3 месяца. И когда вы захотите испечь хлеб, берете вот такую сухую закваску, растворяете в воде, готовите опару. Все как показано у нас на видео. Вот так вот получается. Можно делать больше размером, можно делать меньше. Приблизительно где-то по 30-35 грамм каждый вот этот вот кусочек. Вот и приготовили мы хлеб на закваске и приготовили древнюю закваску. Обязательно пробуйте по такому рецепту, я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. И, конечно же, я попробую этот хлеб обязательно. Мне очень нравится вот такой хлеб, свежеиспеченный, с брынзой, с паныром. Кусочек отрежем. Такая хрустящая корочка получается. Возьмем брынзу. Очень вкусно. Это просто. Так вкусно.